Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Показания сотрудницы музея Анны Александровой. Она находилась в оккупированном городе Пушкине, а в 1942 году в лагере в Красногвардейске, ныне Гатчине. В церковном зале стояли мотоциклеты и велосипеды, а в проходе к Комендантской – автомашины, как со стороны плаца, так и из парка. Дальше по коридору в комнатах были расквартированы части. Также и наверху, в комнатах Елизаветы Алексеевны, Александра I до парадной лестницы. Певческая половина также была занята. В эту часть дворца я попала лишь в апреле 1942 года. Когда ушли части и нас заставили убирать, здесь были горы мусора, человеческих испражнений. Паркеты, стены были до того изгажены, испоганены, что нет слов рассказать это. И вот, попав с главного подъезда во дворец, я прошла по Белой столовой и далее до комнаты Елизаветы Алексеевны. Дальше нельзя было, там еще жили немцы. Я увидела, что снятый со стены штоф не только снят, а прямо содран. Тянулись лепестки или просто нити. Янтарная комната оказалась пустой. Вся облицовка снята и снята аккуратно, так как, подметая комнату, кроме небольшого количества янтарного порошка, кусочков не было обнаружено. Ничего не было найдено. Эту мировую ценность вывезли в самые первые дни. И, идя по комнатам, можно было видеть только то, что они были загажены. Не было ничего человеческого по отношению к памятнику искусства. Они никогда, наверное, не думали, что это их варварство войдет в историю, что есть кто-то, а не я одна, кто может рассказать, что он видел в этом храме искусства. И лишь на парадной лестнице, под самым потолком у разбитого окна, развивалась красная штора. И этот красный кусок материи, как стяг, развивался и говорил, что придет еще время, и он снова будет реять здесь.